Всем привет, и сегодня я хочу рассказать об своем опыте использования геймпада DualSense с компом. Вообще, начать стоит с того, зачем покупать DualSense, если у тебя нет консоли. На данный момент, говоря совсем честно, причин нет. Единственная причина, по которой этого красавца можно купить, это просто его дизайн. То есть, конечно же, можно найти более бюджетные варианты, а этот, он просто прекрасно выглядит, и мне кажется, это тоже вполне хорошая причина, чтобы его купить. Собственно, нужно понимать, что для того, чтобы использовать его с компом, вам придется немножко постараться. Если конкретно, на выбор предоставляется два варианта. Первое — это использование его при помощи Steam, и второй вариант — это использование программы DS for Windows, которая делает примерно то же самое, но не требует Steam. Итак, давайте для начала его включим. Он загорается вот так и тут же подключается. В данном случае он у меня быстро подключился к компу, потому что я подключал его еще до этого. Но в принципе, если вам нужно сделать это впервые, то вы должны зажать кнопку PlayStation и кнопку Share. Зажимаем. И через некоторое время он входит в режим поиска. То есть он пытается связаться с чем-то по Bluetooth. Как только вы подключитесь, геймпад загорается вот таким вот цветом, просто сплошным, и он сигнализирует о том, что все, теперь он связан с вашим компом. Опять же, пока что вы не можете его сильно использовать. Далее со Steam все просто и прозаично. Когда вы запустите любую игру в Steam, Steam тут же поймает ваш подключенный геймпад, и на этом, в принципе, вам больше не нужно никак стараться. А вот с DS for Windows все чуть-чуть сложнее. Когда вы запустите DS for Windows, он начнет искать ваш геймпад. И спустя некоторое время, когда DS for Windows таки его найдет, геймпад на секундочку потухнет и загорится заново синим цветом. Причем интересно то, что этот цвет уже можно изменить. Несмотря на то, что программа изначально создавалась для того, чтобы работать с DualShock 4, она спокойно поддерживает геймпад. На данный момент геймпад подключен по Bluetooth, что работает. Естественно, очевидно, что работают стики, триггеры, бамперы и так далее, это все понятно. Что же из других более нетипичных функций? Например, сенсорная панель позволяет управлять курсором и работает просто прекрасно. К сожалению, пока что по Bluetooth не работает микрофон. Он не отображается в принципе в устройствах ввода, и ничего с ним сделать нельзя, никак взаимодействовать нельзя. Плюс кнопка микрофона также не работает. Вот когда я на нее жму, она должна становиться желтой. То есть сейчас, к сожалению, этого нет. Хотя это может измениться с течением времени, с обновлениями DS for Windows запросто. Кнопка PlayStation вызывает оверлей Steam и работает прекрасно. Если мы подключим геймпад по кабелю, то ситуация немножко изменится. Окей, итак, мы подключаем наш геймпад по USB Type-C. Мы видим, что геймпад начинает светиться сначала немножко оранжевым цветом. Это был, на секундочку, проскакнул режим зарядки. Как только DS for Windows улавливает этот геймпад, он снова начинает светиться своим родным цветом. Но в данном случае белым, потому что я его выставил таким, а вообще можно и синим. Вот здесь все немножко поинтереснее. Начиная с этого момента, микрофон геймпада работает. Кнопка включения микрофона по-прежнему абсолютно никак не реагирует на нажатие. Но микрофон теперь будет включен всегда и по умолчанию. И, например, можно его использовать для того, чтобы говорить с друзьями в Дискорде. И сейчас голос я записываю с геймпада, мне не нужно сильно к нему наклоняться, звук довольно чистый и он вполне подходит для общения. С разъемом для наушников, в принципе, ситуация аналогичная. По Bluetooth, к сожалению, звук не передается, а по проводу этот звук прекрасно передается. Теперь по поводу сопротивления курков, одной из главных фишек нового контроллера. К сожалению, пока что на компе нет игр, которые бы использовали эту функцию, хотя я уверен, что со временем они обязательно появятся, поскольку в принципе, если эта функция уже реализована в консольной версии, нет абсолютно никакой проблемы подрубить SDK Sony для того, чтобы сбилдить свою игру под компы и использовать все прелести этого геймпада на компе. И на этом все. Если вы хотите, чтобы я сравнил этого красавца с геймпадом за 200 гривен, ставьте лайк. Я не знаю, сколько лайков мне для этого нужно, но рано или поздно я это обязательно сделаю. Подписывайтесь и всем пока.